Раннее утро. Ты стоишь босиком на теплом песке речной отмели, и воздух вокруг густой, как в теплице. Пахнет смолой и прелой хвоей. Над тобой стена леса, но это не тот лес, который ты знаешь. В нем нет ни одного цветка. Нет травы под ногами, нет ни единой березы. Только хвойные высотой с городской дом, папоротники по пояс и странные деревья с кроной, похожей на растрепанный зонт. На всей планете в это утро нет ни одной льдины. Ни на Северном полюсе, ни на Южном. Земля теплая целиком, от макушки до макушки. Прямо у твоих ног в песке вырыта ямка, неглубокая, шириной примерно в метр. В ней лежат яйца. Их несколько десятков, они почти круглые, и каждая помещается в 2 твои ладони, размером с крупный грейпфрут. Ты наклоняешься ближе, и в этот момент песок под тобой вздрагивает. Не от ветра. Земля толкает тебя в стопы ровными, тяжелыми ударами, и между ударами проходит несколько секунд. Ты поднимаешь голову. Сначала ты видишь ногу. Она стоит в 30 шагах от тебя и похожа на колонну. Потом взгляд идет вверх, и вверх, и вверх, и оказывается, что тень, в которой ты стоишь, отбрасывает не облако. Это мать. Она весит примерно столько же, сколько твой дом со всей мебелью, и она пришла посмотреть на кладку. Запомни эту картинку. Существо весом с дом, и рядом с ним в песке яйцо размером с грейпфрут. Через 20 минут ты поймешь, что смотришь прямо на ответ. Именно в эту секунду он лежит перед тобой в кадре, и ты его не узнаешь. Как не узнавали его 100 лет подряд. В прошлом фильме мы говорили про лед, про то, как планета замерзает по расписанию и кто это расписание составляет. Сегодня мы уходим в полную противоположность того мира. Здесь льда нет вообще нигде. И здесь живут животные, которых не должно быть. Вот сквозной вопрос этого фильма. Самые большие существа, когда-либо ходившие по суше, появились на Земле один раз. Ровно один. За всю историю жизни, за сотни миллионов лет, за десятки эпох, при всех возможных климатах и на всех континентах, планета собрала такое животное только однажды и больше не повторила это никогда. Почему? Скорее всего, ты уже знаешь ответ. Его знают все. Было жарко. Было много кислорода. Было много еды. Растительность буйная, зима мягкая. Вот все и выросло. Этим объяснением заканчивается почти любой фильм про юрский период, который ты когда-либо смотрел. Мы этот ответ сегодня разберем на части. И ни одна часть не выдержит. А потом соберем другой, который объясняет больше. Он не про мир вокруг них. Он про них самих. Это забытые эпохи. Если тебе интересно, как наука ломает собственные объяснения и строит новые, подпишись. Дальше будет именно об этом. Сначала посмотрим на декорацию, потому что именно она всех и подвела. Юрский период начинается чуть больше 200 миллионов лет назад и длится около 56 миллионов лет. Это не эпоха, это отдельная планета с тем же адресом. Огромный единый материк, который был до этого, уже трещит и расползается. В разломы заходит океан. Побережье становится длиннее, а глубина континентов меньше, и это важнее, чем кажется. Внутри старого суперматерика были пустыни размером с половину нынешней Африки, потому что дождь просто не доносило вглубь. Теперь море подходит ближе, и дождь идет почти везде. Полярных шапок нет. Разница между экватором и полюсом мягкая, и оттого воздушные потоки ленивые, а погода ровная. На той широте, где сегодня стоит Санкт-Петербург, растут хвойные леса. На Антарктиде тоже растет лес. Кислорода в воздухе, кстати, не больше, чем сегодня. Скорее меньше, и это первая трещина в привычном объяснении. Мы к ней еще вернемся отдельно, потому что она того стоит. Зато углекислого газа много, по разным оценкам в несколько раз выше нынешнего, и растениям это нравится. Лес растет быстро и стоит плотно. Но у этого леса есть особенность, которую ты обязан почувствовать. Он несъедобный. В нем нет травы. Травы не существует в природе вообще, она появится намного позже. Нет фруктов, нет ягод, нет орехов, нет ничего мягкого и питательного. Есть хвоя, жесткая и смолистая. Есть саговники, у которых листья похожи на пластиковые.
есть гинго, есть хвощи. Все это по калорийности примерно как картон, а по прочности местами как проволока. И этот лес еще и не круглый год добрый. В глубине материков юрский год делится надвое. Половину года идут дожди, и реки разливаются по равнине широкими мутными рукавами. Вторую половину дождя нет совсем. Реки съеживаются до цепочки луж, равнина трескается, и все, что не успело набрать рост, стоит и ждет. Мы знаем это не по догадке. В юрских породах на западе Северной Америки видны чередующиеся слои. Русла, забитые песком половодья, и над ними твердые корки высохшей почвы с трещинами. Год за годом дождь, сушь, дождь, сушь. Вот сцена целиком. Теплый мир, ровный климат, полгода воды по колено, полгода пыль. Бесконечный лес, который очень трудно съесть и почти невозможно переварить. И в этой декорации Земля собирает самое большое сухопутное животное за всю свою историю. Запомни это противоречие. Мир, который принято считать раем для гигантов, кормил их хвоей и половину года держал на сухом пайке. Обед у них был отвратительный. Теперь герои. Их называют зауроподами. Запомни это слово, оно нам понадобится. Схема у них у всех одна, и она мгновенно узнается. Очень длинная шея, очень длинный хвост, бочка тела на 4 колоннах и крошечная голова. Начнем с диплодока. Длина около 26 метров. Это 9-этажный дом, положенный на бок. При этом весит он относительно скромно, оценки чаще всего дают в районе от 10 до 15 тонн. Он длинный, но поджарый. Шея у него уходит вперед почти горизонтально, как стрела крана. Дальше брахиозавр. Он устроен наоборот. Передние ноги длиннее задних, шея задрана вверх, и голова оказывается на высоте около 13 метров. Он заглядывал бы в окна 4-го этажа. Не подходил бы к дому, а просто стоял рядом и смотрел внутрь. Теперь маминчезавр. И запомни это имя, потому что он рекордсмен. У него шея занимает примерно половину всей длины тела. Половину. Представь животное, у которого от плеча до головы столько же, сколько от плеча до кончика хвоста. По одному из видов оценка длины шеи доходит до 15 метров. Это самая длинная шея, какую вообще уверенно приписывают хоть кому-то из зауропод. Внутри этой шеи идут длинные костяные ребра, наложенные друг на друга внахлёст, как рейки. Они превращают ее в жесткую стрелу, которая почти не гнется вверх и вниз, зато отлично ходит вправо и влево. Он не тянулся к вершинам, он стоял и водил головой по дуге, как косарь. И еще одно, что трудно уложить в голове. Они ходили не поодиночке. Есть места, где в древней грязи отпечатались следы целого стада. Идут в одну сторону с одинаковым шагом, взрослые по краям, мелкие в середине. Отпечаток ноги взрослого зауропода такой, что в него можно сесть. Просто сесть, как в детский бассейн. А теперь самые крупные. Здесь придется быть очень аккуратным, и я объясню почему. Про аргентинозавра ты наверняка слышал цифру 70 тонн, а может и 100. Про других титанозавров тоже гуляют огромные числа. Так вот, это не измерение. Это оценки, и разброс между ними бывает почти двукратным для одного и того же животного. Причина простая и честная. Целого скелета у нас нет ни одного. От аргентинозавра осталось несколько позвонков и кости ног. Массу вычисляют по моделям, а модели спорят друг с другом. В научной работе, которая так и называется «Гигантизм зауропод», максимальная масса дается в диапазоне от 50 до 80 тонн, и рядом стоит слово «оценочное». Я не буду делать вид, что мы знаем точнее, чем знаем. Скажем так, оценки для самых крупных доходят до 80 тонн. Это, грубо говоря, десяток взрослых африканских слонов, и слово «грубо» здесь стоит не для красоты. Длина у самых больших превышает 40 метров, высота превышает 17. И вот эти два числа надежнее массы, потому что длину кости можно померить линейкой, а массу нельзя. Теперь про голову, потому что здесь начинается настоящий фильм. У животного длиной с многоэтажный дом голова размером с лошадиную. У диплодока в черепе нет ни одного зуба, пригодного для жевания.
Там колышки, растущие вперед, как зубцы грабель. Ими нельзя жевать, ими можно только сдирать. Он не жевал. Вообще. Никогда. Он обхватывал ветку, тянул на себя, сдирал хвою и глотал целиком, не измельчая. И шел к следующей ветке. Останови здесь ход мысли на секунду. Тебе сейчас кажется, что это недостаток, что бедное животное не умело даже прожевать свою еду. Это не недостаток. Это первое звено ответа, но мы к нему подойдем не сейчас. И вот еще деталь, которая понадобится в конце. Детеныш зауропода вылуплялся из яйца размером с грейпфрут, то есть был совсем крошечным рядом с матерью. Ни у одного современного сухопутного зверя такого разрыва нет. Слоненок рождается весом примерно в центнер, а его мать весит около 3 тонн, то есть он примерно 1/30 ее доля. А тут из яйца, которое помещается в ладонях, вылупляется тот, кому предстоит стать домом. Никто его при этом не выкармливал молоком. Молока у них не было. Малыш вылуплялся и с первого дня ел то же самое, что взрослые, только с нижних веток. И последнее про героев. Шея. Она у них не мясная, она почти пустая. Кости шеи изнутри похожи на пенопласт или на пчелиные соты. В них заходят воздушные мешки, как у современных птиц. Та самая 15-метровая шея маменчезавра весила меньше, чем ты можешь подумать, потому что состояла из тонких перегородок и воздуха. Потрогай ямку у себя над ключицей, у тебя там мягкая. У них там был воздух внутри самой кости. Теперь честный вопрос. Откуда мы вообще знаем, как жило животное, которое никто никогда не видел? Как оно росло, быстро или медленно, всю жизнь или до какого-то предела? Ответ неожиданный. Кость пилят. Берут ископаемую кость, отрезают кусок, шлифуют его до толщины папиросной бумаги и смотрят на просвет под микроскопом. Камень становится прозрачным, и внутри проступает рисунок, который был у живого зверя. Этот метод называется остеогистология. Запомни это слово, оно стоит за всем, что будет дальше. Что в этом рисунке видно? Во-первых, тип ткани. Если кость росла быстро, волокна лежат беспорядочно, и в них густо идут каналы для сосудов. Если медленно, волокна лежат ровными слоями. Это видно глазом, и разница примерно как между наспех залитым бетоном и аккуратной кирпичной кладкой. Во-вторых, кольца. Настоящие годовые кольца, как у дерева. Когда рост останавливается на сухой сезон или на холодную зиму, в кости остается тонкая темная линия. Потом рост возобновляется, и линия остается внутри навсегда. То есть кость – это дневник. По ней читают, сколько лет животное прожило, в каком возрасте перестало расти, голодало ли оно и когда именно. Здесь стоит остановиться и сказать вслух неприятное, потому что мы обещали разбирать объяснение честно. Прямо сейчас, в 2026 году, вышла работа, где утверждается, что модели роста динозавров прошлых лет могут быть слишком грубыми. Что разницу между отдельными особями они списывают на возраст, хотя причин может быть больше. Разные особи, разное питание, разные годы. Это спор внутри той самой науки, на которую мы сейчас будем опираться. Я не буду делать вид, что его нет. Общая картина, о которой пойдет речь дальше, держится на десятках распиленных костей и на нескольких независимых группах. Но точные цифры возраста в этой области сегодня обсуждаются, и это нормально. Так наука и выглядит изнутри. Теперь к тому, что в этих распилах увидели. И вот что оказалось, когда распилили кости зауропод. Темных линий нет. Или почти нет. Кость идет сплошной, быстрой, беспорядочной тканью год за годом без остановок. Они не переставали расти. Никогда. Ни зимой, ни в сухой сезон, ни достигнув взрослого размера. Слон растет лет до 25 и останавливается. Ты растешь лет до 18 и останавливаешься. Зауропод рос до конца. Запомни этот факт. Через 10 минут он выстрелит. А теперь возьмем то самое объяснение, с которым ты пришел. Было жарко, был кислород, была еда, вот и выросли. Разберем по одному. Подозреваемый первый – климат. Идея очевидная. Теплый ровный мир, зимовать не надо, энергию на обогрев не тратишь, значит, можно быть огромным.
Звучит убедительно ровно до того момента, пока кто-нибудь не решит это проверить. Есть большая обзорная работа, которая так и называется «Гигантизм зауропод». В ней собрано все, что об этих животных известно, и сказано прямо. Не удается опознать ни одного внешнего условия среды, которое объясняло бы их гигантизм. Ни одного. Обрати внимание на формулировку, она тут решает все. Не сказано, что среда ни при чем. Сказано, что опознать такое условие не удается. Искали и не нашли. Это разные утверждения, и ученые пишут именно второе, потому что отсутствие доказательства – это еще не доказательство отсутствия. Но и этого достаточно, чтобы объяснение перестало объяснять. Если бы гигантов делало тепло, они сидели бы в теплых поясах и мельчали бы в холодных. Они этого не делают. Есть и более свежая проверка уже прямо про климат. В 2026 году вышла работа, в которой размеры тела мезозойских динозавров сопоставили с климатом, в котором эти животные жили. Считали статистикой сразу по нескольким климатическим показателям. Связи между размером тела и климатом там не нашли. Подозреваемый второй – кислород. Тут все просто и обидно. Кислорода в юрском воздухе было не больше нынешнего, по многим реконструкциям заметно меньше. Мир гигантских насекомых, про который у нас был отдельный фильм, это совсем другая эпоха и другая история. Там кислород действительно зашкаливал. К зауроподам это не имеет отношения. Они выросли в воздухе, которым ты дышишь сейчас, и местами в худшем. Кислород снят. Подозреваемый третий – гравитация. Ты обязательно встретишь в комментариях мысль, что раньше Земля притягивала слабее, поэтому и звери были больше. Это красиво, и это неправда. Масса планеты за 200 миллионов лет заметно не менялась, а сила тяжести зависит именно от нее. Чтобы притяжение было заметно слабее, планета должна была бы весить намного меньше, и куда бы делась разница, никто объяснить не берется. Гравитация снята. Подозреваемый четвертый – еда. Самый живучий довод, мол, лес был бесконечный, ешь не хочу. Во-первых, мы уже видели, какой это был лес. Хвоя и саговники, жесткие и малопитательные. Обед не то, что не роскошный, он откровенно плохой. Во-вторых, и это решающее, еды на Земле хватает и сейчас. Африканская саванна кормит стада в тысячи голов сочной травой, которой у зауропод не было в принципе. Амазонский лес – это тысячи тонн зелени на квадратный километр. Если бы дело было в количестве еды, слон рос бы до 40 тонн. Он не растет. Еда снята. Итог разбора. Теплый климат, кислород, гравитация, изобилие. Ни одно из четырех не работает. Все четыре объяснения имеют одно общее свойство. Они про мир вокруг животного. А зауроподы жили не только в юрском мире. Они появились еще в Триасе, прошли через Юру, дожили до конца мелового периода. Больше 100 миллионов лет, десятки разных климатов, все континенты, включая полярные широты. Мир вокруг них менялся много раз, размер оставался. Значит, дело не в мире, дело в них. Вот здесь начинается настоящий ответ, и он не выглядит как ответ. Он выглядит как список скучных мелочей. Это каскад, не одна причина, а цепочка, где каждое звено делает возможным следующее. И начинается все с двух вещей, которые никогда не считались достоинствами. Первое. Они не жевали. Помнишь голову размером с лошадиную? Вот зачем она такая. Жевать – это дорого. Нужны зубы, мощные челюстные мышцы и тяжелый череп. А голову приходится носить на конце шеи, и каждый ее лишний килограмм требует несравнимо больше килограммов шеи. Голова – это самая дорогая часть тела для длинношеего животного. Зауропод отказался от жевания и получил крошечную голову. Она позволила отрастить длинную шею, а шея позволила стоять на месте и объедать круг радиусом в десяток метров. Огромное тело двигать дорого, а шею – дешево. Дальше. Раз пища не жуется, ее надо переваривать долго. Значит, нужен большой кишечник, а большой кишечник – это большое тело. И большое тело переваривает лучше, потому что пища лежит в нем дольше. Заметил, круг замкнулся. Чем ты больше, тем лучше усваивается плохая еда, а чем лучше усваивается, тем большим можно быть.
Третье звено – легкие. Кости, набитые воздухом, это не просто легкий скелет, это птичья дыхательная система. У тебя легкие работают как мехи, и на выдохе в них остается отработанный воздух. У птицы он идет насквозь, в одну сторону, потому что воздушные мешки гонят его по кругу. Это эффективнее, и это же спасает длинную шею, в которой иначе застаивался бы выдох. Четвертое – обмен веществ. Растешь быстро, только если топка горит жарко. И пятое – то, что лежало у тебя под ногами в первой минуте. Яйцо. Слониха носит слоненка почти 2 года и рожает одного. Чем крупнее млекопитающее, тем меньше потомства и тем дольше беременность. Это жесткий потолок, и мать упирается в собственное тело. Зауропод не носил никого. Он откладывал кладку яиц размером с грейпфрут и уходил. Работа, где сравнили размножение млекопитающих, птиц и динозавров, показала вот что. Кладки ископаемых динозавров были крупнее пометов, сравнимых по весу млекопитающих, а по размеру сопоставимы с птицами того же веса. Авторы формулируют осторожно, и я повторю так же. Они предполагают, что репродуктивная стратегия могла внести вклад в тот исключительный гигантизм, которого у современных наземных млекопитающих не существует. Могла внести вклад, не сделала. Так написано, так и говорим. Мать весом 80 тонн производит потомство, не платя за это ни беременностью, ни размером. Потолка нет. И вот что здесь важнее всего. Ни одно звено само по себе гиганта не дает. Слон тоже большой и тоже ест растения, но он жует. У него тяжелая голова, обычные легкие и беременность. Жираф отрастил шею, но остался с зубами и с потолком. Нужны все 5 сразу у одного животного в одно время. Если каскад делает гиганта, напрашивается вывод. Значит, эволюция строила эту машину, чтобы получить гиганта. И вот здесь наука говорит «нет». Распилили кости предков зауропод. Не гигантов, а мелких родственников, живших до них. Весом в 1, максимум 2 тонны, размером с корову, ничем не примечательные. И оказалось, что быстрый рост у них уже есть. Не такой, как у зауропод, а рывками, с остановками на сезон, кольца в кости видны, но сама способность гнать костную ткань с огромной скоростью уже стоит на месте, в звере величиной с корову, которому она не нужна. Авторы работы формулируют это так. Способность к быстрому образованию костной ткани возникла не для того, чтобы сделать возможным гигантский размер тела. Она могла быть предпосылкой, но появилась не ради него. Машина гигантизма собралась раньше, чем появился хоть один гигант, и собралась не для этого. Никто ничего не задумывал. Кто-то перестал жевать, у кого-то в костях завелись воздушные мешки, каждый шаг был про свое, сиюминутное. И однажды детали сошлись все вместе, и планета получила 80 тонн, о которых никто не просил. Мир не выращивал гигантов. Гигантизм лежал заряженным и ждал, пока сложится комбинация. И тогда становится понятно, почему это не повторилось. Дверь закрылась не потому, что стало холодно, кончилась еда или воздух стал другим. Мы проверили все 4 и не нашли ни одного. Она закрылась потому, что у наследников другое тело. Мы носим детенышей внутри себя. Мы жуем, мы дышим мехами. Мы платим за каждый килограмм массы беременностью, зубами и тяжелой головой. Наша линия выбрала другой набор деталей, когда была мелкой, ночной и никому не интересной. И выбрала, не думая о размере. Слон – это не маленький зауропод. Это предел совершенно другой конструкции, доведенной почти до упора. Вернись в то утро на отмели. Существо весом с дом стоит над ямкой в песке, где лежат яйца размером с грейпфрут. Ты смотрел на самый большой контраст в истории жизни и не понял, что смотришь на разгадку. Не гигант объясняет яйцо, яйцо объясняет гиганта. Земля построила это однажды, не потому что была щедрее, а потому что у нее случайно сошлись 5 мелочей, и больше они не сходились никогда. Напиши в комментариях, что удивило больше, что животное весом с дом вылуплялось из яйца размером с грейпфрут, или что способность вырасти в гиганта появилась в звере размером с корову, которому она была не нужна.
А в следующем фильме мы поднимем голову от земли и посмотрим вверх. Тот же трюк с костями, набитыми воздухом, сработал еще раз, и в небо поднялось существо ростом с жирафа. Задолго до первой птицы. Уже на этой неделе. Это были «Забытые эпохи». Подпишись, чтобы не пропустить.